Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. Сегодня будут интересные новости. Начну с необычной, но важной. Помощники Дональда Трампа вынашивают амбициозный план и хотят организовать большой военный парад в день его рождения, 14 июня. Эта дата символична. Именно в этот день, в 1775 году, была сформирована армия Соединенных Штатов Америки за год до подписания Декларации независимости. Более того, 14 июня 1946 года родился сам Дональд Трамп. Таким образом, событие с организацией военного парада могло бы совпасть сразу с двумя важными событиями, то есть днем рождения Трампа и 250-летием основания американской армии. Планы по организации парада обсуждаются на самом высоком уровне. Как сообщает портал The Hill, идея уже находится в стадии подготовки. Сейчас идет изучение возможного маршрута шествия. Основные торжества планируются в Вашингтоне, где колонна должна пройти почти 6 километров, демонстрируя всему абсолютно миру передовые образцы американского военного оборудования. Официальный представитель армии США Дэйв Батлер заявил, что главная цель данного мероприятия – пробудить чувство гордости у американцев. Цитата: «Наша цель, чтобы американцы гордились своей армией, а также своим народом. Пока рано говорить, состоится ли парад, но мы тесно сотрудничаем с Белым домом и рядом правительственных агентств, чтобы сделать торжества событием национального масштаба», подчеркнул Батлер. Интересно, что идея подобного парада уже возникала у Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Тогда толчком стала его поездка именно во Францию в 2017 году, где он с восторгом наблюдал парад в день Дня взятия Бастилии, главного национального праздника Франции, проходящего 14 июля. Вдохновленный увиденным, Дональд Трамп также сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону, цитата: «Нам нужно попытаться превзойти этот парад». Однако, несмотря на этот энтузиазм, организовать американскую версию парада тогда не удалось. Причиной стали бюрократические проволочки и особенно высокие расходы. Как выяснилось, проведение масштабного парада обошлось бы бюджету в $92 миллиона, что резко остудило интерес к данному проекту. Кроме того, в 2018 году эта идея вызвала волну критики со стороны оппозиции. Так сенатор Дик Дурбин назвал ее, цитата, «фантастическим расточительством денег ради развлечений президента Дональда Трампа». Несмотря на прошлые неудачи, теперь сторонники Дональда Трампа снова возвращаются к амбициозной идее, и, возможно, 250-летие армии США даст им нужный повод для ее реализации. Как будут новые подробности, я вам в ту же минуту сразу сообщу в видео, поэтому включите сейчас колокольчик и подпишитесь. Следующая важная новость касается войны Украины и России. На фоне визита премьер-министра Израиля в Белый дом, американский президент, находящийся в здании, если кто из вас не знает, оно находится на Пенсильвания-авеню 1600, отвечал на вопросы журналистов. Представители прессы активно интересовались его мнением о последних массированных авиаударах, которые Россия нанесла по территории Украины. «Я абсолютно недоволен тем, что сейчас происходит, потому что россияне буквально бомбят как сумасшедшие», заявил Дональд Трамп. По его словам, это очень плохая ситуация. Однако он напомнил, что администрация Соединенных Штатов Америки в настоящее время ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной, обсуждая возможность достижения потенциального перемирия. Цитата: «Мы уже близки к соглашению, но меня совершенно не устраивает то, что бомбардировки продолжаются уже неделю. Это ужасно. Это действительно ужасная вещь», подчеркнул Дональд Трамп в беседе с журналистами. Глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате удара были повреждены 34 жилых дома, 6 учебных заведений, магазины, торговые объекты, элементы городской инфраструктуры, а также автомобили местных жителей. Атака была совершена при помощи баллистической ракеты «Искандер-М», оснащенной кассетной боевой частью. В ответ на это Министерство иностранных дел Украины направило официальное требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь международное внимание к данной ситуации. Обе встречи, кстати, назначены на сегодня. Тем временем Украина ясно дает понять, что она не собирается складывать оружие и продолжает активные наступательные действия. В вечернем обращении в понедельник Владимир Зеленский сообщил,
что украинские войска вошли на территорию Белгородской области России, заявив, что это необходимо для защиты украинских населенных пунктов, находящихся вблизи границы. Цитата. «Мы продолжаем активные действия на приграничных территориях противника, и это абсолютно оправдано», сказал Зеленский. «Война должна вернуться туда, откуда началась. Наша главная цель остается неизменной. Это защита нашей земли и наших общин в Сумской и Харьковской областях», отметил украинский президент. И еще одна резонансная новость, которая последние дни просто обвалила экономику мира и ведет к долгосрочному экономическому кризису по всему миру. Как сообщает издание Forbes, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключать честные сделки по торговле с другими государствами, если они пойдут на уступки Соединенным Штатам. Однако он не собирается полностью приостанавливать свои пошлины. Эти слова прозвучали на фоне того, как десятки государств начали обращаться к администрации Дональда Трампа с просьбой об отмене введенных пошлин, которые уже успели дестабилизировать мировые финансовые рынки. В понедельник, выступая перед журналистами, Трамп четко дал понять, идея о полном замораживании тарифов его не интересует. Тем не менее, он выразил готовность вести переговоры с теми странами, которые готовы пойти навстречу Соединенным Штатам Америки. Цитата. «Если мы сможем заключить по-настоящему справедливую, по-настоящему хорошую сделку для Соединенных Штатов, то, конечно, мы это сделаем», подчеркнул президент. Он также допустил, что с некоторыми государствами могут быть начаты переговоры по тарифам, в то время как для других пошлины останутся постоянными. Цитата. «Мы добьемся честных сделок, хороших сделок», сказал Трамп, «а если не получится, у нас с ними просто не будет никаких дел». Эти заявления прозвучали вскоре после публикации на его социальной платформе, где Трамп сообщил, что немедленно начнет переговоры с теми странами, которые обратились к его администрации с просьбой о встрече. Исключением здесь остается Китай. В отношении него президент занял жесткую позицию, поскольку Пекин в ответ ввел ответные тарифы на американский импорт. При этом Трамп уточнил, цитата, «устанавливаются жесткие, но справедливые рамки для этих переговоров. Хочу вам напомнить, что только на прошлой неделе Дональд Трамп ввел масштабные тарифы на иностранный импорт практически из всех стран мира. Это, в свою очередь, вызвало сильнейшее колебание на фондовых рынках и повлекло за собой хаос в мировой экономике. Многие экономисты уже предупреждают, что такая политика приведет к росту цен для простых потребителей и может спровоцировать полномасштабную рецессию и мировой экономический кризис. Как сообщил в понедельник в эфире Fox News директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, более 50 государств уже обратились в администрацию США с просьбой начать переговоры о тарифах. Однако он не стал подтверждать возможность временного 90-дневного перерыва в действиях тарифов, заявив, цитата, «Я думаю, президент примет то решение, которое сам сочтет нужным». В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит более жестко опровергла возможные паузы, назвав подобные сообщения фейковыми новостями. Ранее в администрации Белого дома звучали разногласия по поводу того, рассматривает ли Дональд Трамп свои пошлины как инструмент для переговоров. Некоторые советники отрицали это, утверждая, что пошлины не являются предметом торга. Однако сам Трамп заявил в четверг, что пошлины дают Соединенным Штатам Америки огромную силу в переговорах, и он готов их отменить, если, по его словам, страна предложит нам нечто настолько феноменальное, что мы даже и не мечтали об этом. Также он заявил, практически каждое государство хочет вести переговоры с США по вопросу тарифов, заявил Трамп вчера. Он утверждает, что иностранное правительство уже предлагает Соединенным Штатам Америки уступки, о которых в Вашингтоне даже не думали просить. Невероятно! Друзья, вот такие резонансные события происходят сегодня в мире. А теперь слово, конечно же, за вами. Как вы относитесь к военному параду Трампа в честь его дня рождения? И как оцениваете экономическую стратегию Соединенных Штатов Америки, а также пошлины Трампа против всех стран? Напишите ваше мнение в комментариях. Очень будет интересно услышать ваш взгляд на данные события. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие новости. До встречи и хороших вам новостей!